я намеренно не делаю привязки к какому-то, ну, именно здесь, в этом гадании, не делаю привязки к какому-то конкретному календарному периоду, потому что пусть это будет гадание, к которому можно возвращаться, например, которое можно пересматривать с определенной периодичностью. Ну, для кого-то это период там в несколько лет, для кого-то несколько недель. Посмотрим, если вам эти советы зайдут, если они вам лягут на душу, если вы почувствуете, что это про вас и вам действительно это помогает, то вы можете, соответственно, видео пересматривать в любое время, и оно будет вас, ну, как минимум мотивировать и как максимум работать и предсказывать. Хотя, опять же, я поясню, что гадание мое называется «9 правил для Водолея». То есть мы сейчас используем такую опцию карт Таро, одну из опций, одну из возможностей. Это не предсказание, не предсказательный момент, это именно советы. Ну, просто мне так больше понравилось, как звучит, чтобы это не советы, а правила были. Вот 9 правил для Водолея. Ох, наверное, слово «правило» вам как против шерсти, да, Водолеи же очень свободолюбивые, никакие вам инструкции, протоколы не писаны, да, и правила, как-то это вот слово грубо, но давайте попробуем все-таки. Что это же правило от Таро, то есть, может быть, интересно, да? Так, раз. 9 карт я достаю, 2. Смотрите сразу за картами. Почему? Потому что вот художники ведь не зря какие-то картинки рисуют на Таро, да? Ну, почему вот я покупаю вот разные колоды, у меня есть разные иллюстрации. И почему они по-разному гадают? Вот меня люди просят, например, те, кто обращаются за личным персональным гаданием, ну, опытные, постоянные клиенты. Мне вот на этих картах говорят, а мне вот на таких, пожалуйста. А кто-то говорит, возьмите для меня самые злые карты, а кто-то себя жалеет и говорит, мне на добрых картах, да. Колоды разные, поэтому на картиночки тоже обращайте внимание, это значимо. Что у вас какие-то ассоциации должны быть, с картиночками тоже. Так, 9 карт я достала. Проверяйте, потому что у нас жара, если что. Так, мы начинаем с рыцаря кубков. Очень интересная карта для вас. И здесь правило, которое будет легко воплотить Водолею, например, с водой такой активной. То есть вот много есть водолеев, мне по крайней мере такие встречаются, у которых вот, да, Солнце Водолей, а дальше гороскоп водный, например, Меркурий, Венера, пошли в рыбах, там где-то еще. А вот, если вы классический Водолей, у вас гороскоп весь воздушный, то вам, конечно, вот эта вода не к месту и сложно понять это все. Но правило для вас. Первое. Эмоциональность. Вам надо включить сейчас эмоциональность. Причем это рыцарь. То есть это апофеоз, это очень острый момент. Острую эмоциональность вы должны, это правило какое-то для вас от карт, вы должны чувствовать, и вы должны показывать свои чувства. Возможно, конкретно вы должны кому-то сейчас срочно признаться в чувствах. И это может быть ваша мама, которой вы после долгих споров, например, признаетесь, что вы ее страшно любите всю жизнь. А может быть, это и романтический герой какой-то, например, там парень, которого вы до истерики довели, а сейчас пора его как бы пожалеть и с ним помириться. Ну, то есть быстрое и явное открытие сердца. Правило номер 1. Дальше. Вера в чудеса и вера в везение. Тоже правило. Судьба вами занимается. Судьба быстро вами занимается. И судьба хочет вас удивить. То есть такое счастливое изумление, удивление. Вот эта 8 жезлов. Все ее ждут в раскладах, потому что она описывает, ну, случайное везение. Это момент, когда ваша стрела попала в цель. А может и не ваша. Вот. И 8 жезлов, она что обещает? Как, если предсказание мы здесь ищем, да? Она обещает внезапную счастливую встречу. Новое, например, любовное знакомство. Внезапно возникшую страсть, внезапно возникшее чувство, либо везение
просто в какой-то такой взрослой социальной ситуации. Повезло с деньгами, повезло что-то выгодно купить, повезло выгодно на работу устроиться. Ну, опять же, в меньшей степени мы вот предсказательные моменты рассматриваем. А как правило, это верить. И даже не столько в себя, сколько в чудо. Видите, широко раскрытые глаза, широко раскрытое сердце от вас нужны сейчас. И полагание на удачу, наверное. Да. Ох, 9 мечей, карта страхов. Раз уж я произнесла слово истерика, да, то это обязательно оно отыграется, продолжится, да. Напрасные страхи. Вот их отринуть. Как сложно. Доверяйте миру, доверяйте судьбе и верьте в чудеса, и при этом не верьте собственным страхам. Следующее правило для вас такое. Чем меньше вы будете бояться и заранее оплакивать то, чего не потеряли, тем меньше вы потеряете на самом деле в реальной жизни. Вот так она работает, 9 мечей. То есть это страхи напрасные, придуманные, которые, тем не менее, притягивают настоящее реальное несчастье. Вы знаете, это очень много исследований есть на эту тему и у психологов, там, социологов, разных магов и эзотериков, что вот то, чего мы боимся, с нами обязательно в этой жизни произойдет. То есть третье непреложное правило для вас, чтобы жизнь хорошо складывалась в Водолее, это преодолеть свои страхи, не бояться или как минимум никому их не показывать. Вы знаете, что это очень работает. Пока вы боитесь внутри себя и никому про это не сказали, то этого как бы и нет. Но как только вы начали жаловаться, как только вы начали вот эту вот энергию страха, да, разносить там по подружкам, по коллегам, то все, это как снежный ком пойдет. В общем, не бойтесь сами, не пугайте других. Дальше. Тесно связано 2 пажа подряд. Ну, в принципе, они вот 2 пажа подряд, они даже как подпевают друг другу. Можно сказать, что правило одно. Ловите информацию. Паж мечей, я думаю, что вы эту правду знаете. Это, в общем, Водолей в колоде Таро. То есть это портрет Водолея. Задиристый, очень умный, гладко-сладко говорящий. Раньше других получает информацию из космоса, вперед всех все знает, на любой ответ, на любой вопрос у него ответ уже готов. И карта это про информацию. В самом ближайшем будущем, это 3 месяца, такое общее гадание без специального запроса, где-то охватывает 3 месяца с момента, когда вы смотрите. Приходит известие, одно, несколько, приходит информация, которая буквально делит ваш мир на до и после. Ожидаемая она, не обязательно, может быть какая-то случайная. Письмо, известие, сообщение, телеграмма, иногда, кстати, какого-то масштабного, планетарного свойства. Это даже может быть какой-то закон или постановление правительства выходит, да, которая касается вот вашей работы, если вы где-то на госслужбе идете. То есть уровень этих новостей и уровень, ну, как бы казенности этих новостей или их важности, легитимности, он может быть очень разный. То есть для кого-то это просто письмо от парня, который до этого молчал, а для кого-то вот действительно там, знаете, от вышестоящих каких-то структур. Вот, назначение. И что же вам, какое правило паж мечей? А тоже понятно. С этой карты важны слова. То есть все, что вы скажете, и то, как вы обработаете чужие слова, как вы прочитаете вот это вот решение суда, например, в вашу пользу, да, или там какое-то предписание, бумажку о штрафе, письмо от любимого человека. Как вы вот именно сможете разобраться в словах. Кстати, вот этот паж мечей очень часто касается трудностей перевода. Поэтому, если для вас это актуально, другие языки, иностранцы, вот, тоже такой совет, правило для вас. Будьте внимательны, пользуйтесь только проверенными переводчиками, потому что можете запутаться, что-то не так перевести. Но и с русского на русский иногда мы плохо же переводим. Доносите людям
свои мысли максимально четко и не жалейте голосовые связки на объяснение, на то, чтобы кому-то что-то объяснить. Рядом паж жезлов, ну, они вот пару составляют. Кстати, часто вы замечаете, да, в гаданиях, даже в общих, они так часто соседствуют, вот эти два пажа, как близнецы-братья. Ну, он скорее добавляет срочности этому, то есть срочные известия, вот быстро соображайте, обрабатывайте, перепроверяйте, если там что-то не понимаете, смотрите в интернете, докапывайтесь до истины и старайтесь быстро ответить, если это предложение там о новой работе, например, о чем-то еще. Вот. То есть очередное правило так звучит. Сказали слово, дальше договаривайте. Позвали вас куда-то, значит, отвечайте быстро. Нельзя ничего откладывать, карты очень скорые выпадают. И дальше вообще туз жезлов. Одна из самых скорых карт в колоде. То есть в ближайшие 3 месяца, посмотрите, большой шанс, крупный, страстный, такой горящий, знаете. То есть это и, опять же, если про любовь, ваше чаяние, то это... ну, такая страсть, которая, в общем, появляется и соседствует с вами, тогда понятно, что эти рыцари, эти пажи, это все к портрету мужчины, от которого вот это вот предложение какое-то идет. Кстати, ну, раз столько пажей, мужчина молодой, возможно, младше даже вас. Вот. Как правило, это, естественно, и карта очень крупная, карьерная. То есть это с таким же успехом предложение, от которого невозможно отказаться, предложение о должности, о карьере. Правило для вас какое? То же самое, что вот до этого я говорила. То есть карты скорее нагнетают, усиливают. Очень быстро все рассматривайте, ничего не откладывайте в долгий ящик и постарайтесь запастись доброжелательностью и каким-то явным энтузиазмом, потому что ваш успех среди людей, а как следствие в жизни, очень зависит сейчас именно от того, насколько вы договорились с собой светить всегда, светить везде. То есть вот от вас требуется максимальная активность, то есть и физическая форма должна поддерживаться и так далее. Следующий совет, получается, 7-й у нас по счету, вернее, 7-е правило для Водолея. Учитесь жить в каком-то дефиците. Очень интересная карта, 5 пентаклей, тоже ее люблю за многогранность, за сложность толкования. Она говорит о нехватке. То есть вашу жизнь сопровождает в ближайшее время до 3 месяца, в самых тяжелых случаях там до полугода, но я думаю, это исключение. Вот. Присутствует какая-то нехватка. Увы, как правило, это нехватка денег. 5 пентаклей называется картой бедности. По каким-то причинам жить вам будет в это время страшно интересно. Так много узнаете, так со многими познакомитесь. Настолько. И будете, в общем, счастливы или как минимум заняты. Я думаю, для водолеев это очень близкие, похожие понятия. Да, я счастлив, значит, я занят. Вот. А денег может не хватать. Может не хватать сил, времени, здоровья, в общем, любых каких-то ресурсов. И вот это правило, которое по 5 пентаклей идет, оно вообще не простое для трактовки, потому что, да, это первое правило. Учитесь жить в экономном каком-то режиме. Это, знаете, режим энергосбережения. Умейте быть счастливыми без денег, например, когда их недостаточно. Или умейте грамотно бизнес развивать, не вкладывая какие-то сумасшедшие деньги, потому что их, например, просто нет. Вот такой совет. Но здесь и на более тонком плане, более глубокий есть совет. Знаете, какой? Поднимите голову, посмотрите вокруг себя. То есть нестандартный взгляд какой-то на жизнь при этом должен быть. Хотя для Водолея, я думаю, это лишний совет. Вы и так максимально нестандартно смотрите на жизнь, и многие к вам за это имеют претензии. Далее. Наверное, из всех карт сложнее всего нам будет, милый Водолей, разобраться с башней. Потому что, башня, все знают, кризис, разрушение, потеря. А какое же правило? Какое несет? Тоже правило очень такое известное. Надо бежать, бегите. Жизнь вас
Фу. Фу. Жизнь вас... Прошу прощения. Бесы вмешиваются, бесы мешают нам, как всегда. А жизнь в ближайшее время вас... Посмотрите, как многим одарит. Море новых знакомств, море новых предложений, приглашений, возможностей. И при этом что-то попросят взамен, жертву. То есть от этих благ придется откупиться, что-то другое отдать. Ну, это логично, да? В конце концов, чтобы на новую работу выйти, надо, ну, в любом случае, старую-то оставить, да? Как пожертвовать старой, как минимум. Вот, и башня, правило, очень быстро вам убегать с поля боя, очень быстро убегать оттуда, где на вас сыплются вот эти вот, в общем, осколки непонятно чего, и откуда на вас проливаются и гром, и молнии. Вот. Башня очень философская карта, и она советует философски относиться именно к потере. И ничего не жалеть, ни о чем. Вы должны быть лояльными к жизни, к судьбе, и должны претензии всем, ну, оставить при себе. По крайней мере, опять же, не озвучить. Да? Вы же знаете, что только то, что мы сказали вслух, имеет настоящую... А да, и кто-то это услышал. Вот это имеет настоящую силу. Пока вслух не сказано, все это вообще ерунда. Все нужно отмотать и забыть. Так. Вместе, башня с солнцем. То есть, представляете? Да нет, почему? И тут, вот, опять же, они кучкуются, эти правила для вас. И опять, жизнь уносит что-то ценное для вас. Соответственно, истощается ресурс. И общее правило такое: учитесь быть счастливыми. Вы должны быть, обязаны быть счастливыми и делать хорошую мину, как бы при плохой игре. Обязаны быть счастливыми, когда очень многого не хватает. Опять же, например, солнце обязательно, как произносит для вас обязательное правило, быть или чувствовать себя богатыми, или показывать, казаться богатыми, это одно и то же, если кто не знает, когда денег на самом деле нету. То есть это может быть даже совет в каком-то таком практическом смысле, да. Чем хуже у вас идут дела, тем лучше вы должны выглядеть наряднее, там, счастливее, шире улыбка и так далее. Правило – быть счастливыми в дефиците, в нехватке и в потерях. Ну и хорошо, что Солнце здесь у нас заканчивает расклад. Заканчивает расклад, потому что оно все делает ясным и согревает, и, конечно, дает проекцию нам, показывает очень хорошее, очень ресурсное будущее. Спасибо.